вам лайфхак, как попасть сюда бесплатно. Наконец-то мы доехали до голубой пещеры. Люди даже купаются. Что, нормалек, все здорово? Как оно? Доброе утро из старинного города Котор. Сегодня я хочу здесь провести полноценный день и посмотреть несколько интересных мест. Город расположен у подножья горы, на побережье очень классного залива. В гору простираются стены старого города, и туда можно сделать хайкинг, чтобы посмотреть офигенный обзор на залив. А на самом заливе можно взять экскурсию на лодке. И я планирую сегодня сделать и то, и другое. Мне нравится, что здесь местные мамонты. Они вообще не боятся. К ним можно подходить, общаться с ними. Здорово! Как ты? Нормально? Вот гато негро. Но это главный мамонт. Рыжий кот. О, не понял. Нет, это он не от меня. Я же говорю, он не от меня драпанул. Им вообще пофиг на меня. Он сейчас в своих размышлениях. Рыжий кот. Вообще, чтобы подняться на гору, здесь есть 3 входа через такие ступеньки со старого города. И мне сказали, что на 2 входа вход платный, и есть один, он находится немножко за старым городом, там никто не проверяет. Возможно, я там и начну. Со старым городом я уже немного ознакомился. Вчера вечернее время суток я здесь прогулялся. Тут были тусовки Хэллоуина. Сегодня конец октября, поэтому как раз самое время отмечать. Стены старого города идут прям вверх, в гору. И там наверху находится церковь, с которой есть очень классный обзор. Завтраки сейчас пока еще нигде не подают. Все кафешки открываются только в 11 утра, а сейчас 9 часов. Поэтому я думаю, не стану тратить время и начну свой хайкинг в гору. Взяло мне чуть менее чем полчаса, чтобы сюда вскарабкаться, хотя мне говорили, что как минимум час возьмет. Но я быстрый, как ящерица. Красота. Просто смотришь, и глаз радует. Вот, кстати, отсюда, как на ладони, весь старый город. Но это еще не конечная точка. Здесь есть еще небольшой подъем. Так что давайте добьем, и можно будет перекусить. Вообще, старый город имеет такую треугольную форму и также имеет 3 главных входа. Но если посмотреть на ту часть города, которая за пределами старого города, прям с высоты птичьего полета, она как будто бы мало чем отличается, потому что крыши сделаны в том же стиле, в котором сделаны крыши домов старого города. А этот мамонт как сюда забрался? Что, нормалек, все здорово? Как оно?
назад я решил спускаться по ступенькам, которые меня выведут к платному входу. Я смотрю, очень много людей сюда сейчас поднялось. На самом деле я немножко ошибся. В самом начале я сказал, что ступеньки ведут к монастырю. На самом деле ступеньки прежде всего ведут к крепости, а монастырь он также находится по пути. Ну что, дальше? Платные ступеньки отличаются от бесплатных тем, что здесь подъем прямо над старым городом, и во время подъема есть шикарный обзор, хоть останавливайся каждую секунду и фотографируй. Вышел я, короче, не замели меня. Так что это вам лайфхак, как попасть сюда бесплатно. По традиции, после такого хайкинга, что я должен сделать? Правильно, бахнуть пивандрий. А потом будем дальше строить планы. Тут уже народ появляется. Сейчас сколько? 11 часов ровно. Как раз все начинают выползать. Как все отличается от утреннего моего прохода по старому городу. Уже подкрывались прилавки, кафешки. Тут коты, они просто сами себе на уме. Когда ты им делаешь кыс-кыс-кыс, они практически никогда не реагируют. При этом ты можешь их просто гладить, они будут подмуркивать, а потом просто такие что-то передумают. Да что тебе от меня надо вообще? Встанут спокойно и пойдут куда-то тусоваться. Одна из главных площадей старого города. Здесь же есть часовая башня. И вот отсюда видно этот монастырь на горе и стены крепости, которые я только что излазил. You can just sit in the boat, enjoy the view, and then we come back to the Kotor. 3 hours, tour 30 euro. When it starts? In 10 minutes, 12 o'clock. Good. You like? Yeah, 30 euro. 30 euro per person. Okay, great. Okay? Yeah. Okay, follow me. Через 10 минут мне сказали, отплывает ближайший тур в Голубую пещеру. По дороге также много интересных мест захватим. 3 часа. Меня вполне устраивает. Тем более не нужно ожидать долго. Наша первая остановка здесь посреди залива напротив города Пираст. Маленький островок, где находится монастырь. У нас выделено здесь 15 минут, чтобы покрутиться и насладиться красотами, которые нас окружают со всех сторон. Еще один лайфхак покажу вам в этом выпуске. Все стоят в очередь в туалет, а здесь еще с другой стороны есть тоже туалет. И никого здесь нет в очереди.
Наконец-то мы доехали до голубой пещеры. Люди даже купаются, вода здесь не такая холодная, как я думал. Капитан судна говорит около 20 градусов. Я бы сам бы окунулся, но, честно сказать, я просто не подготовлен, я не взял с собой плавки. Два часа 40 минут взяла полностью экскурсия. Я, конечно, думал, что мы гораздо больше точек посетим, потому что этот тип, который мне стелил в начале, он мне там показал 5-6 точек, где мы остановимся. Ну, как оказалось, было всего лишь там 2,5 точки. Остальные места, которые он мне указывал, мы их просто видели со стороны. Ладно, я возвращаюсь в старый город. Пришло время полноценно пообедать. И, кстати, за время моего отсутствия, смотрю, здесь народу достаточно так прибавилось. Выступить я решил по пицце с беконом. Стены старого города я все еще не исследовал, поэтому, думаю, самое время пройтись по ним. Чувствую, скоро уже похолодает, и мне нужно будет пойти себе в хостел переодеться. Так, здесь есть такая типа смотровая площадка. Ну, конечно, после тех видов, которые я сегодня посмотрел с горы, здесь меня мало что может удивить. Но, тем не менее, я пройдусь, раз я уже здесь. Ничего себе, сколько самов! Стены старого города. Здесь приятно погулять не ради того, чтобы посмотреть обзоры, а здесь такой своеобразный внутренний парк. Посажены деревья, дома также украшены различными растениями, поэтому здесь достаточно уютно, комфортно и красиво. Ну и, конечно же, мамонты — главное украшение этого города. На любой вкус и цвет. Мамонт. Кс-кс-кс. Здорово. Здесь уже действительно ты чувствуешь, как будто ты идешь прям по стене. Достаточно узкий проход, и когда с кем-то сталкиваешься лбом к лбу, приходится подвигаться. Для этого я прошелся по той стороне стен, где парк, все обухожено, а здесь просто можно понаблюдать, как живут местные. Кстати, тут в стенах старого города есть такой рынок, который я едва не упустил из вида. В принципе, все, что я здесь вижу, продается также за пределами этого базара.